Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша стал Доктор Лоус. Поздравляю тебя, друг. Приз я отправил на кладовщика кухни гурмана. А для тех, кому не повезло, в этот раз у меня новый розыгрыш. Но этот розыгрыш непростой. Я вот подумал, раз у меня есть два персонажа на разных серверах, и люди охотно скидывают на них вещи для розыгрышей, почему бы мне не сделать сразу два розыгрыша в одном видео? И именно поэтому я разыгрываю эти вещи, которые дали Милфач и Ардор с сервера RU3 и снова здорово с сервера EO1. Жаль, что эта мысль не пришла ко мне раньше. Для участия в розыгрыше, ребят, нужно обязательно, просто обязательно, еще раз повторюсь, подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. И по-любому укажи сервер, на котором играешь. Итоги розыгрыша ты узнаешь через неделю, 22 апреля. Удачи в розыгрыше! Ранее на канале я уже делал видео в подобной тематике, и оно набрало немалое количество просмотров, что говорит мне о том, что эти советы пользуются спросом среди сталкеров. С выхода крайнего видео по лайфхакам прошел уже довольно большой временной промежуток. За это время я собрал еще немного полезной информации, которая будет полезна всем сталкерам. Ну а кто знал, тот знал. А кто не знает, мотаем на ус. Совет первый. Думаю, что проблема с перегрузом знакома каждому, и зачастую она случается на фарме. Если ты видишь перегруз в несколько грамм или даже килограмм, не спеши выкидывать аптечку или ценную шкуру, они тебе еще пригодятся. Просто попробуй перезарядить магазин своего автомата. Часто случается так, что перегруз пропадает после перезарядки. Не знаю, с чем это связано, но факт есть факт. Совет номер 2. Подумай, насколько часто ты делишь предметы в игре. Я, например, делаю это очень часто. А как ты это делаешь? Наверное, нажимаешь правой кнопкой мыши, а затем разделить. Верно? Да, это тоже верный способ, но затрачивает больше времени, чем мой. У меня все проще. Наводи мышку на предмет и нажимай на колесик мыши. И вместо открывающегося меню с выбором действий у тебя сразу же открывается меню с разделением предметов. Этим ты сэкономишь время и пару лишних кликов. Третий, пожалуй, самый лучший совет. Когда ты только начинаешь играть, тебе хочется добыть все сразу и побольше. Это вполне нормальное явление. Для ускорения твоего внутриигрового прогресса тебе потребуется премиум статус на аккаунт. И тут я тебе помогу. Вводи промокод NIX в меню игры. Этот код абсолютно бесплатно подарит тебе премиум статус на аккаунт, с которым ты откроешь себе новые горизонты. Дешевые переходы, удвоенный опыт, увеличенный шанс добычи ценных вещей с мутантов и многое другое. При этом совсем не важно, где ты играешь. Steam, VK или лаунчер, промокод работает абсолютно везде. Вводи и пользуйся бесплатным подарком на здоровье сталкера. Четвертый совет. Многие знакомы с бустером очков торговли. Покупается он в донат-магазине внутри игры и служит для увеличения получаемых очков торговли у торговцев при сдаче квестов. Допустим, берешь любой нужный для тебя ежедневный квест, который дает очки торговли для нужной тебе фракции. Выполняешь его, но не сдаешь. Да, звучит странно, но взяв квест, начинается отсчет времени до его отката. Таким образом, ты сдаешь его 2 раза, а то и 3, если успеешь за один бустер очков торговли, экономя при этом свои кровные денежки. Один бустер очков торговли активируется на 24 часа. Тут же добавлю, что бустер очков торговли работает только на сдачу квестов. Ни в коем случае не вздумай с бустером продавать предметы торговцу, за которые он платит, дает очки торговли. Это так не работает, ты просто так потеряешь свои деньги. Повторюсь, бустер увеличивает очки торговли только при сдаче квестов. Пятый совет. Выводи нужные тебе задания на главный экран. Это очень удобная фишка. На главном экране отследить текущее задание будет намного проще и удобнее, нежели ты будешь постоянно тыкать кнопку J и смотреть список заданий, разыскивая там свое нужное. Вывести нужное задание на главный экран очень легко. Открывай список заданий на кнопку J, выбирай нужное и нажимай кнопку «Отслеживать». Совет шестой. В игре существует такое понятие, как серверное время. Прошу не путать со временем на локации и своим реальным временем. Это совсем другое. Для того, чтобы посмотреть точное серверное время, нужно в чате игры ввести команду time. После ввода команды в чате появляется точное время по серверу. Совет номер 7. В нашей игре есть уникальный болотный мутант, именуемый студнем. И многие новички, наверное, поражались меткости их плевка, который при попадании отравляет вашего персонажа. Вся фишка их меткости заключается в том, что они плюются по ходу движения твоего персонажа. Например, ты бежишь вперед, студень возьмет упреждение наперед, и так во все стороны. Но стоит тебе поменять маршрут движения или остановиться после плевка, и все, студень уже не попадает, и снаряд падает где-то в стороне. Также, если ты целенаправленно фармишь этих студней, советую тебе зайти в воду примерно по колено или чуть глубже. Тогда плевок студня тебе не нанесет никакого урона, даже если попадет в тебя. Восьмой совет. Многим уже известно, что верлёки на болотах зачастую бегают кучами на тебя. Поэтому, если ты сагрил на себя большое количество верлёк, не паникуй. Пока они к тебе бегут, постарайся нанести урон по всем целям, затем отбегай и води их за собой, изредка постреливай и лечись.
Рано или поздно верлиоки сами вытекут и откинутся. Я так делал уже не 1000 раз, способ прекрасно работает. Только старайся попасть прямо в глаз, у них там самое уязвимое место и проходит самый большой урон. На этом советы пока что закончились, но просьба не унывать и не вешать носа, ведь пока я играю, обязательно нарою еще много-много чего интересного. С тебя обязательно подписка на канал и комментарий с лайком, для меня это очень важно, ведь глядя на обратную связь я делаю вывод, интересна такая тематика видео или нет. А также этим вы поднимаете мне мотивацию создавать все больше и больше уникальных видео по нашей любимой игре. Увидимся в сезоне, брат Сталкер. До скорого! Иди, не мозоль глаза.